Здравствуйте, дорогие зрители! А перед началом этого видео благодарность людям под никами LegoGo и LegoSets за предоставление деталей к данной самоделке. Итак, как говорится, критикуешь? Предлагай. Окей, без проблем. Как вам такое предложение? Я решил не ограничивать себя банальными доработками и исправлениями уже существующих конструкций и функций, а почти полностью переделал модель, которая, впрочем, в этом очень даже нуждалась, при этом полностью сохранив внешнее сходство. Я не буду перечислять все, что я изменил, потому что список изменений гораздо больше того, что здесь осталось от оригинала, так что я расскажу про основные моменты, на те, у которых я у этого самого оригинала заострял свою критику. Начнем спереди. Главное орудие. Как видите, оно слегка утоплено. Если за него потянуть, то на специальном механизме оно поднимется вверх, в боевое положение, в котором оно уже может стрелять и вращаться. Также, я не стал работать с этой куриной ногой. Я просто прикрыл ее вот такими пластинами, и она больше никак не ранит глаз своими прострелами. Проблему с кривыми стволами я тоже решил, правда, отправившись в другую сторону. Теперь это преимущество. Естественное и контролируемое их состояние. Кстати, кто скажет, в каком корабле я использовал похожую систему? Также я избавился от щелей в крыше. Теперь люк закрывается полностью герметично, однако немного уменьшился в размерах. Это затруднило доступ в кабину через него, но я решил это компенсировать, сделав легко снимающиеся боковые створки. Да чего мелочиться, можно легко снять всю кабину и поставить обратно. Также кормовое орудие теперь действительно стреляет при вращении. Вам не нужно задействовать еще и вторую руку, чтобы его придерживать. Та самая замена одной детали. А также я его вынес с платформы. Теперь вам не придется жертвовать посадочной площадкой, когда понадобится прикрыть тыл. Однако, если вам понадобится дополнительная огневая мощь, вы все еще можете пожертвовать посадочной площадкой. Она открывается и демонстрирует вам мое фиаско. Дело в том, что я понимал еще с этапа желания над этим поработать, что детали придется дозаказывать. А поскольку невозможно собрать самоделку из тех деталей, что у тебя не имеются, я стал разрабатывать улучшения в программе, от чего у меня просто не было возможности проверить все, что хотел реализовать. Как вы видите сейчас, эти детали свободно проходят сквозь текстуры, друг друга не двигают и все такое прочее. В дальнейшем, к сожалению, моих собственных деталей будет становиться только меньше, а докупать будет необходимо все больше. Так что разработка в программе — единственный вариант, что мне остается для сборки достойных самоделок, а в не очень далекой перспективе и для сборки самоделок в принципе. К сожалению, разбирать все предыдущие модели не очень вариант, потому что далеко не всегда даже в них бывают нужные детали и в нужном количестве. В итоге, в собранном состоянии выяснилось, что подлезть к этому орудию крайне сложно. Доставать его оттуда нужно крайне аккуратно, потому что оно может сделать вот это. Да и, собственно, сделало еще до того, как я начал доставать его оттуда. Потому что вот, одна опора вот здесь наверху, а вторая вот там внизу в глубине. Я сюда, по идее, должен был вставить вот такую деталь. Вы сейчас видите на экране. Но, увы, к сожалению, просто не существует в Лего таких деталей, которые были бы с направляющими, препятствующими вращению. А альтернатива, которую я здесь использовал, сами видите, какой прочностью обладает. Никакой. Да, и вращение этой пушки происходит крайне неуклюже, и из-за этого надолба сверху, который я должен был оставить, потому что он был в оригинале. И это влияет на узнаваемость постройки. И вы сейчас думаете, камон, ты так жаловался на пустоту в центре, и где шестереночный механизм? Ты же их так любишь.
А он тут есть. Да, простенький, очень. Ну что поделаешь. Я хотел сделать возможность подъема основного орудия и кормового из своих ниш. И я мог бы это сделать, но это требовало поднять корабль выше. Всего на один уровень, на одну вот такую вот деталь. И казалось бы, это совсем немного. Но, увы, при воссоздании такого решения в программе выяснилось, что этого уже было достаточно для слишком существенного изменения. Корабль был не настолько похож на себя, насколько похож сейчас. Правда, вот в этом механизме еще и метод крепления использован не самый легальный, но он держит. И держит лучше альтернатив, которые мне приходили в голову. Также, помимо прочего, тут затайлены все пины. Ну, это так, просто похвалиться. Почти все. Что ж, а теперь, почему бы не приступить к сборке?
Ну вот и все. Мы собрали PDF-инструкция к этой модели, а также IO-файл для открытия в Studio 2.0 есть по ссылкам в описании. Однако, чтобы собрать такую же, вам надо иметь оригинальный Black Shark Cruiser. Как вы видите, не все детали в нужных цветах есть в Lego. А также вот эта деталь. Дело в том, что в оригинале в таком цвете она есть только в одном наборе, который выходил в 1999 году. Мне удалось достать таких деталей 4, однако не оригинальных, и путем какой-то совершенно неимоверной череды совпадений. Я хотел рассказать эту историю прямо в видео, однако человек, с которым я общался по их поводу, постоянно чистит у себя чаты, и, к сожалению, это работает в обе стороны. Чат удалился и у меня, так что мне просто нечем проиллюстрировать. Данная история будет в закрепе. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.